Всем здорово, братья и сестры! Видос, который сейчас вы увидите, спойлерну немного, потому что начал его записывать, к сожалению, камера стояла на зарядке после начала конфликта, но суть вы сейчас поймете. Короче, пассажирка, по выражению ее лица вы поймете, что человек прям любит конфликты, прям обожает их, вызывает такси. Однополосное движение, ну, грубо говоря, да, карман, все плотно заставлено машинами, либо я остановлюсь прямо посередине и не буду пропускать поток, либо есть вариант встать на пешеходном переходе. Ну, такое бывает, кто работает в такси, тот знает. Я, соответственно, пассажира нет. То есть, если пассажир хотя бы стоял, да, уже готовый, я бы его, ну, за там 5 секунд бы посадил и поехал. Нет, пассажира нет. Я останавливаюсь на пешеходнике, включаю прибыл, стою. Значит, стою, понятно, я мешаю проходить людям, это все ясно. Я начинаю сам нервничать. Через какое-то время подползает женщина, открывает дверь заднюю, и мужик какой-то переходящий там с собачкой, что-то чавкнул ей там, типа, ты там такая-сякая, какого-то хера здесь встала, тетенька. Начинает ему тоже что-то там в жесткой форме отвечать и говорит следующее, что типа, а что вы ко мне, типа, ну, претензии предъявляете? Вот, типа, таксист встал как дебил здесь, вот, и мешает вам идти. Это он виноват, а не я. Садится мне и начинает мне тереть, короче, в уши по поводу того, что я мудила, который не знает правила дорожного движения. Какого хера я вообще встал на пешеходном переходе? Много мыслей промелькнуло у меня в голове. Они бежали гораздо быстрее, чем я бы смог бы их формулировать. И я понял, что тетка просто, ну, она вот такая и есть. Ну, конфликтная, безумная. Я решаю, что, ну, какого хрена я должен таких пассажиров возить? И говорю ей, типа, я вас не повезу. Что было дальше, вы увидите. Но спойлерну еще немножко. Тетенька очень хотела, чтобы я соблюдал правила дорожного движения. И поначалу я хотел отказаться от поездки. Но когда я увидел маршрут, даже в момент разговора с диспетчером я понял, что я могу соблюдать все правила дорожного движения. И главное, чтобы эта тетенька была сама готова к тому, чтобы я их соблюдал. Лайфхак. Если хотите приструнить и, скажем так, наказать, может быть, это проучить конфликтного, скажем, парамошу пассажира, просто соблюдайте правила дорожного движения. Все! Вот все! И вы увидите, как пассажир будет на это реагировать. Даже я думал, что тетенька, я даже слышал, как сквозь музыку и разговоры, я слышал, как у нее закипает кровь. Хотя сначала, после разговора с диспетчером, она с триумфальным видом сидела, показывая всем своим видом, что она просто на вершине положения, она выиграла эту схватку, и что я, упырь, баклан, челядь, нищеброд и слуга, сделаю все, что она скажет. Базара нет. Блин, скажу еще чуть-чуть побольше, чтобы поменьше было писать всяких слов на экране. Дорога лежала в Стрельну по Петерговскому шоссе. А местные питерские ребята знают, ну, а всем остальным скажу. На протяжении всего пути до самого Петергофа на этой дороге ограничение скорости 40 километров в час. Понятно, что никто не ездит там 40 километров в час, кроме тех водителей, которых уличили хорошие пассажиры в том, что они не соблюдают правила дорожного движения. Не вопрос? Время закончится, и я вам отменю заказ. Либо вы отмените заказ, нет проблем. Просто у вас изначально нехорошее настроение, и вы себя так ведете некрасиво. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как я могу отменить заказ? В машине меня водитель отказывается вести, поэтому хотелось бы вот как-то... Да? 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 Да, спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как мне отменить заказ, не потеряв при этом деньги, потому что водитель меня отказывается везти? То есть мы все-таки едем? Нет, я двигаюсь. Ольга. Ну, я не знаю, вот хотите, я вам дам ему сейчас трубочку, и он вам объяснит, по какой причине он отказывается меня везти. Пообщайтесь, пожалуйста, со своим работодателем. Это не мой работодатель. Алло. Алло. Евгений, здравствуйте. Служба поддержки на такси. Меня зовут Максим. Евгений, уточните, пожалуйста, по какой причине отказываетесь вести клиента? Клиент в нехорошем расположении духа и некорректно себя ведет. Я просто не хочу его вести, вот и все. Я вас услышал. В таком случае вам необходимо отменить заказ. Ну, хорошо, я отменю, когда время закончится, да? А я отменю. Нет, Евгений, вам необходимо отменить заказ сейчас, чтобы вы потеряли очки активности. Ну, а без очков активности я не могу его отменить? Евгений, но, к сожалению, вины клиента нет в том, что вы хотите сейчас отменить данный заказ. В связи с этим, если вы отмените его через 10 минут, то с клиента будут списаны денежные средства. Поэтому необходимо отменить заказ сейчас, если вы отказываетесь вести данного клиента, чтобы с него не произошло списание, но с вас была списана активность. Ну, хорошо, я понял. У меня вариантов нет, значит, я его повезу, да? Евгений, Да. это уже на ваше усмотрение. Я вас понял. Как вас зовут, простите? Меня Максим зовут. Максим. Вы, наверное, не работаете в такси, да? Сами никогда не работали, да? Евгений. Да, я повезу, я повезу, да, я понял, хорошо, давайте, окей, возьмите. Держите, пожалуйста, руку брата клиента. Да, я слушаю вас. Да, я поеду, конечно, мне ехать-то надо.